Приветствую тебя, мой настоящий или будущий подписчик. И сегодня я хочу спеть оду нашим медикам. По какому случаю эта песня? Со мной случился такой неприятный случай. Мой аппендикс решил, что ему пора из моего тела. И меня увезли на скорой помощи и прооперировали. Что мне понравилось в нашем медицинском учреждении в городе Кирове, Северной больнице скорой помощи, это человеческое отношение. Ко мне относились не как к тяжело больному человеку, но и в то же время не относились, что я здесь лоботрясничаю. Корректно спрашивали, если я не слышала, повторяли вопросы. Мне не старались причинить боль, а спрашивали, где и как болеть, как это давно началось. Вопросы повторялись по кругу от каждого врача, снова по кругу. Я понимала, что это им нужно для того, чтобы понять всю картину. Неважно, что там написано, он должен спросить сам. Я была в восторге, если честно, и была очень приятно удивлена. Удивлена чистотой, удивлена тем, что все материалы, которые необходимы медикам, есть. Пластыри, капельницы, утки, простыни. То есть все есть, и им не нужно просить родственников это принести. И это их в работе, похоже, расслабляет. Особая благодарность медперсоналу, который находится, так сказать, ниже, которые находятся в постоянной связи с больными. Это санитарки, это медсестры. Это очень душевное отношение, всегда поддержка, всегда выслушают, постараются помочь, несмотря на огромную загрузку. Просто огромнейшая загрузка. То есть я видела, как одна девушка, медсестра, работала сутки через сутки. Это огромная нагрузка, когда ты 24 часа постоянно помогаешь людям. Я как могла не беспокоила их и в то же самое время подбадривала. Были и моменты, которые были очень неприятные. Допустим, когда мне привезли на скорой помощи, очень некорректное и грубое отношение врача-гинеколога в эту смену. Но насколько я поняла, как мне сказали, что это именно такой человек. Ну, мало ли, что у человека бывает, но это есть. Это человеческий фактор. Мы все люди, и мы имеем право быть недовольными. Это наши эмоции, от этого нам пока никуда не деть. Ну, можно воспитывать, но вот у нее было такое состояние. Еще был неприятный момент с администратором, мужчиной, который в виде охранника, и женщиной, которая находится в гардеробе и, видимо, там моет полы. Когда мой муж пришел в неурочный час, и там было очень много шума, хотя до этого он пришел в это же время, и никто нам ничего не сказал. Мы тихонько посидели, пообщались, и он ушел. А здесь прямо как будто это какое-то огромное преступление. Ну, тоже можно понять. У них так сложились жизненные обстоятельства, что вот так вот у них было настроение. Вполне возможно, что им потом было стыдно. Мы в течение дня, что удивительно, несколько раз встречались, они поднимались к нам на этаж, первое хирургическое отделение, там в столовую, еще куда-то. И мы встречались, они всегда отводили глаза. Ну, дай бог, чтобы они стали помягче, а меня это, в принципе, не особо задело, просто удивило. Удивило, и все. Что еще хочу сказать? Вот, понимаете, просто огромное человеческое спасибо людям, которые идут учиться на медика. Вы представьте, учиться этой профессии 5-7 лет, а то и больше. Учиться практически круглосуточно. Огромная база знаний, которую нужно поглотить, которую нужно усвоить, которую нужно понять, пропустить через себя. И это для того, чтобы идти на такую зарплату. Вы только вдумайтесь, насколько нужно обладать человеколюбием, насколько огромное стремление помогать людям, исцелять их, чтобы идти на эту работу. Да, многие из вас, как мне в окружении, говорят, ну, мы их не заставляли эту профессию выбирать. Да, но когда нам плохо, когда что-то случается с нами, с чем мы не можем сладиться, мы обращаемся к этим людям. И не стоит не уважать тех,
кто там работает. Уходя оттуда, я пожелала им всего самого хорошего, чтобы у них все в жизни получалось и случалось, и сказала: пусть ваша зарплата будет достойна вашей работе. 100-150 тысяч. Вот именно такая зарплата на сегодняшний момент достойна той работы, которую они делают. На что они мне сказали: о, нам бы хоть оклад подняли до 9, до 10 тысяч. У них оклад 6 тысяч. То есть сейчас средняя квартплата в нашем городе это 6 тысяч. У них такой оклад. Женщина с 30-летним стажем медсестры такой оклад. Задумайтесь. Это люди, которые спасают нам жизни. Я думаю, эти люди достойны уважения. Им непросто, им тяжело. У них такие же семьи, как и у нас с вами. Им тоже хочется поездок, им тоже хочется отдыхать, им хочется развлекаться. Но они спасают наши с вами жизни. Давайте относиться к ним с добротой, теплотой и уважением. Я призываю вас к этому. И я хочу обратиться к тем людям, которые находятся наверху, так сказать, у власти. Задумайтесь об этом. Возможно, уже хватит грести под себя, а нужно обратиться к нам, к тем, кого вы сейчас называете население и электорат, к тем, чьи нужды вы, похоже, совершенно не замечаете. Если средняя зарплата в нашем городе 15 тысяч, а квартплата от 6 тысяч, как вы думаете, как на эти деньги можно реализовываться, как можно заниматься самообразованием, как можно расти сознанием? Вы об этом не задумывались? Наверное, пора. Вполне возможно, для вас там, наверху, будет хорошим стимулом то, что когда люди будут получать адекватную их работе зарплату, ваше благосостояние и ваш рейтинг будет расти среди населения. На самом деле ведь наш мозг, как ваш, так и наш, устроен одинаково. Мы с вами равны, мы все люди. И мы умеем приспосабливаться. Наш мозг всегда ищет стабильности. Одинаково быстро мы привыкаем как к плохому, так и к роскоши. Вы привыкли к роскоши, а мы привыкли к нищете или так уж где-нибудь, лишь бы нас не трогали. Но вы постоянно трясете, вы постоянно нас пытаетесь изменить и загнать еще глубже в нищету. Я не знаю, зачем это вам. Как бы это какое-то средневековое мышление, по моему мнению. Но у вас более дальновидные планы. Вы же умные, вы же там наверху, а мы здесь внизу. Ну, в общем, на самом деле, с нашего места снизу вы выглядите достаточно смешными. Возможно, вас это и не касается. А теперь я хочу обратиться к тем, кто находится со мной на одном уровне. Примерно на одном уровне. К тем, кого называют население и электорат. Нам очень трудно достучаться до тех, кто наверху. У них там стоит охрана, у них армия. Даже из тех наших родственников, которые с нами выросли, которых мы вырастили, но нас туда не пропускают, нас не слышат. Но что же мы можем сделать вот здесь, находясь внизу? Как нам не слышать этого безобразия, которое творится наверху? Как нам помочь друг другу? Давайте объединяться. Давайте мы будем терпимы друг к другу. Давайте мы будем поддерживать друг друга. Я поддерживаю философию Льва Николаевича Толстого о ненасилии. По этой философии из Индии в свое время были изгнаны колонизаторы, именно непротивление злу насилием. Вы все знаете эту теорию, я надеюсь, что вы знаете Ганди. Если мы видим, что кому-то нужна помощь, давайте помогать. Если мы слышим, что кому-то нужна поддержка, давайте просто поддерживать друг друга, относиться друг к другу благожелательно. Ведь многие из вас, многие из нас
работают на тех профессиях, которые подразумевают постоянные встречи с людьми. Это и медики, как я уже сказала, это и кондукторы, это и продавцы, и кассиры в магазинах. Это те люди, которые обслуживают нас и обслуживаем мы друг друга. Мы такие же люди, вы такие же люди. Давайте помогать. Если мы видим, что кассир очень устал, у нее плохое настроение, улыбнитесь, сделайте комплимент, подбодрите. Если вы видите, что кондуктору очень плохо и она устала, помогите ей в ее работе, передайте деньги. Вдохните воздух, выдохните вернее, чтобы она смогла пройти. Подшутите, подбодрите. Как только в нашей системе, там, кто внизу, будет поддержка друг друга, нас уже не так просто будет колыхать. Понимаете? Мы уже будем не электорат, мы уже будем сила, с которой стоит считаться, объединенная. А пока мы разъединены, нас стравливают друг с другом. Эти плохие, эти хорошие. Это не так. Мы все люди. И те, что наверху, они тоже люди. Стоит изучать. И изучать психологию, и изучать медицину, изучать философию, изучать социальное общение. Изучать для того, чтобы наше сознание развивалось, чтобы мы росли, чтобы мы понимали, как мы устроены. И тогда нам будет гораздо проще жить. Это я вам обещаю. Более того, я вам скажу, что люди другого цвета, кожи, они тоже люди. Понимаете? Люди, находящиеся за границей нашего государства, они такие же люди и точно так же хотят общаться. И у них точно такие же мечты, как у нас. Ну, может быть, чуть-чуть разнятся ввиду воспитания, ввиду того опыта, который они получали. Еще что я хочу сказать. Сейчас очень много есть о том, как жили наши предки. Как жили наши предки, замечательно, все были счастливы, все было хорошо, все были сыты и довольны. Угу. Давайте обратимся даже к своей памяти. Как мы жили даже 20 лет назад. Честно вспомните, как мы жили в 1999 году. Просто вспомните. А теперь отмотайте на 50 лет назад. 70-е годы. Кто помнит, а кто не помнит, спросите у родителей. Многие вспомнят, что было не так сытно, что было очень много дефицита, что медицинское обслуживание было гораздо хуже, и получить его было труднее. Не было лекарств. Говорят о чистом воздухе, говорят о том, что были натуральные продукты, но голодали. Были голодные времена. А если отмотаем на 100 лет назад, только прошла революция и валяулю. Давайте отмотаем еще дальше, до предков. До каких вы предков хотите? 5000 лет назад? Но это нет исторических, точных исторических сведений, не то что признанных наукой, а подтверждающих. Есть только догадки, есть письмена, и то это не факт, что это было так. Но если мы возьмем даже слово о полку Игореве, не все так сказочно, не все так прекрасно, как нам предлагают сейчас. На самом деле мы сейчас гораздо свободнее, чем даже 20 лет назад. У нас сейчас гораздо больше возможностей, чем 20 лет назад, даже 10 лет назад. И я приглашаю вас быть счастливыми именно здесь, именно в то время, в которое мы находимся. Поддерживая друг друга, оказывая друг другу помощь, мы становимся счастливее. У нас сейчас есть неограниченные ресурсы для того, чтобы познавать, чтобы узнавать что-то новое. То есть, когда я училась, для того, чтобы выучить урок, мне нужно было совершить массу действий. И истратить на это очень много времени. То есть, мне нужно было пойти в библиотеку, которая находилась совсем не близко. Мне нужно было быть удачливой, чтобы эта книга была, чтобы эта информация находилась там. Кстати, у нас не было
поселковой библиотеки, только школьная, а в школьной не так много и сведений. Поэтому я черпала знания из тех книг, которые были в нашей домашней библиотеке. Мне повезло, у меня родители очень любят читать, и у нас много было энциклопедий и справочников. А сейчас у тебя какой-то вопрос, ты только кликаешь на телефоне. Эта информация, и тебе выходит весь перечень. Находишь источники, которым ты доверяешь, научные источники, и твои знания просто многомерно пополняются. Твой кругозор ширится. И при этом это способствует более хорошей жизни, более счастливой жизни, потому что ты вооружен уже не просто накиданными какими-то знаниями, которые неизвестных источников. У тебя есть аргумент. Не то, что «а вот у нас у предков было», жену выбирали по закваске, как я тут в поликлинике слышала. Хлеб хороший, значит закваска хорошая. Да нет, ребята, хлеб зависит от многих факторов, не только от закваски. Поверьте мне, тому человеку, который очень долгое время пекла хлеб для своей семьи, и не только для своей семьи. Ну что же, на этой оптимистичной ноте я надеюсь быть услышанной. И давайте любить друг друга, давайте уважать друг друга, давайте поддерживать, особенно старших людей, которые прошли огромный опыт своей жизни, и им не так просто приспособиться к этому быстро текущему времени. Давайте поддерживать и помогать мамочкам, которые плюхаются со своими капризными детьми. Попробуйте, скажите ребеночку, пошутите с ним, отвлеките его, дайте маме вздохнуть, передохнуть, что к ее ребенку не относится как к изгою, что ее ребенок не монстр, которого нужно все время сдерживать. Потому что уже привыкли, когда говорят: мамаша, придержите своего ребенка, мамаша, следите за своим ребенком. Ну, это говорят люди, у которых нет детей, я так понимаю. Потому что ребенок есть ребенок, ему нужно познавать. Он еще наполняет свой жесткий диск всей информацией, которая вокруг. И он впитывает туда все. Ему нужно опробовать все. Ну все, я хочу завершать, а то я могу так очень долго говорить. Я желаю вам отличного, прекрасного, солнечного дня, чтобы вы любили друг друга, чтобы любили вас. Делайте шаг в доброту, делайте шаг в поддержку. И все равно откликнется. Откликнется из самого нашего сердца, из самой нашей головы. Мы от этого становимся только счастливее. Поверьте, я этот путь прошла. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.